Добрый день. В этом видео рассмотрим новую прошивку R24 для плееров Dune на процессоре AM Logic. Там внедрили много изменений и, в частности, несколько опций, связанных с качеством изображения. Я бы хотел это рассмотреть и показать вам, как это вообще все работает и насколько хорошо это работает. Я не буду рассказывать о других изменениях, связанных с интерфейсом. Это все вы можете либо сами почитать, либо посмотреть в чьих-нибудь обзорах. Я хочу сосредоточиться исключительно именно на опциях, влияющих на качество изображения. Итак, у меня два плеера Pro One 8K+, и Dune Pro Vision 4K. Оба я обновил на R24 прошивку. Давайте посмотрим, что у нас поменялось. Добавились опции с игнорированием EL слоя из Dolby Vision. Как это работает? Игнорировать Dolby Vision и выводить фильмы в Dolby Vision как HDR можно и на старых прошивках. Для этого достаточно зайти сюда и для вывода Dolby Vision включить режим HDR. Вот здесь у нас будет показываться параметры HDR. Например, берем фильм Rocketman в 7 профиле. Если мы его запустим, то видим, что PQ этого фильма, то есть Mastering Display Luminance, равен 4000. Если же мы ставим для этого параметра включено, то если я заново запущу этот фильм, то видим, что HDR MDL равен уже 1000, а не 4000. Почему это произошло? Если мы посмотрим, вот он, BL, EL, RPU, 7 профиль. Если мы посмотрим, то мы увидим, что HDR слой имеет, то есть его PQ равен 1000. А вот данные из Dolby Vision RPU. Вот видите, что у этого фильма профиль 7 FEL слой имеется. И если мы смотрим Base Layer, соответственно, у нас 1000, мы это уже увидели. А вот RPU у нас, Mastering Display Luminance, уже 4000 нит. Соответственно, если мы ставим просто, не используем новую опцию, а используем старый способ, то есть Dolby Vision выводим как HDR, то для этого фильма он будет ставить данные, используя данные, прописанные в RPU. Но это не всегда правильно, потому что, видите, есть фильмы, в которых базовый слой имеет всего лишь 1000 нит MDL, а Dolby Vision расширяет его до 4000. Соответственно, если раньше мы включали преобразование Dolby Vision в HDR, то мы получали, что на телевизор и шло видео, как будто там MDL 4000 нит. А так как в самом фильме пики в целом до 1000 нит, то получалось, что изображение могло быть более темным, потому что телевизор будет стараться сохранить больший диапазон яркости и будет использоваться более плавная кривая для сжатия и тон-маппинга. А если же мы используем опцию и отправляем фильм с MDL 1000, как прописано в исходном HDR, то фильм будет на телевизоре вводиться более ярко за счет того, что для MDL 1000 большинство телевизоров не делают тон-маппинг, а просто делается клиппинг. То есть все, что выше яркости телевизора, просто жестко обрезается. Но за счет этого, за счет того, что нет снижения низких яркостей, изображение будет казаться более ярким. Именно в таких вот сценах, где они близки к 1000. В целом подход правильный, так как все равно Dune Player не умеет EL слой использовать, а только использует RPU данные из него. То есть, если ваш телевизор HDR и не поддерживает Dolby Vision, то можете смотреть в режиме HDR, используя эту опцию. Теоретически у вас будет больше яркость. Давайте вернем назад настройку. Да, соответственно, если у вас вот эта опция включена, и преобразование Dolby Vision в HDR тоже включено, то вот эта опция будет как бы перекрывать. Для 8 профиля у нас будет такой же принцип. То есть, если в RPU указано 4000, то фильм будет выводиться с 4000, если используется преобразование Dolby Vision в HDR посредством VS10 движка. Как вы понимаете, когда используется... Давайте вот посмотрим. Вот видите, написано, что происходит преобразование 12 бит 4.2 VS10 Dolby Vision в HDR10. Естественно, никакого тон-маппинга на самом деле не происходит. Изображение выводится с исходными яркостями, которые прописаны в фильме.
То, что здесь вот написано просто, что VS10 Dolby Vision в HDR10, это не более чем просто отключение вывода в Dolby Vision и установка для HDR параметров таких же, как прописаны в самом HDR-фильме. Вот, если мы сравним, то получается, что у нас, видите, для RPU 4000, Maxi LL 3900, то есть он берет все данные из настроек L6 и RPU, из Dolby Vision слоя. То есть фактически это выводится HDR, но с параметрами, как будто это Dolby Vision, что может быть неправильно. Поэтому в целом эта опция и полезная. Если фильм в пятом профиле, то, соответственно, будет тоже выводиться данные из RPU. Вот данные этого фильма, например. Видите, HDR слоя у нас здесь нету, потому что это Dolby P5 профиль. Соответственно, берутся данные из RPU, то есть 1000 нит, и вот они 943 нит Maxi LL. По идее, такое же поведение должно быть при установленном игнорировании. Потому что в этом фильме у нас нет HDR слоя. Давайте проверим. Включаем игнорирование EL слоя. Запускаем. Вот видите, так как HDR слоя нет, то он выводит те же самые исходные данные, что и прописаны в Dolby Vision. Также появилась опция предпочитать HDR10+, вместо Dolby Vision, когда в фильме есть оба варианта. Она, наверное, будет полезна в случае, если у вас телевизор Samsung, либо если у вас скачан фильм, RIP какой-нибудь, в котором Dolby Vision не настоящий. Не оригинальный релиз, а так называемый гибрид. Вот тогда, если ваш телевизор поддерживает HDR10+, возможно, более правильно смотреть именно в этом варианте. И, соответственно, вторая опция, которую я хотел рассказать, это использование Interlaced режима для автофреймрейта и вывода изображения, когда это необходимо. Например, если у нас исходник имеет Interlace видео 1080i, то если раньше у нас выводилось всегда в прогрессиве видео, если мы его запускали, то сейчас есть возможность выводить это в Interlace. Но, к сожалению, эта опция в Dune работает, скажем так, не так, как ожидалось. Я сравнил вывод двух плееров Dune с новой прошивкой R24 и Oppo клона, в котором эта опция работает, можно сказать, идеально. И я вам давайте покажу, как это, в принципе, все происходит. Смотрите, вот у нас видео H264 кодек 1080i. Если мы его запустим, вот мы видим, что на входе мы имеем 1080i 5994. Вот исходные данные этого файла. Видите, фреймрейт 29970, верхнее поле первым идет, видео содержит Interlace в формате AVC. С чем я столкнулся, собственно говоря? Дело в том, что Dune все равно сначала пытается делать de-interlace, а потом заново опять делает интерлейс из этого видео. Причем это происходит не всегда. И вот я так не смог разобраться, много опытов провел, но какой-то логики в этом не нашел. И, соответственно, происходит глюк. То есть, фактически мы, получается, делаем двойную работу. Мы сначала делаем прогрессив, то есть делаем de-interlace, а потом из этого de-interlace видео, то есть из прогрессивного фактически видео, делаем опять interlace видео. Сама идея, естественно, очень хорошая. Например, если у вас ваш телевизор делает de-interlace очень хорошо, то выводя на телевизор исходный 1080i, например, ваш телевизор с этого исходника сделает более качественный de-interlace и выведет на экран. Но в данном случае реализация хромает. Особенно это с кодеком VC1. Я вам сейчас покажу примеры, что у меня получилось. VC1 кодек в AMLogic последнем поколении обрабатывается не очень хорошо. И в Dune 8K, например, даже есть отдельная опция. Вот можно выбрать, в каком режиме делать аппаратное декодирование. То есть, если мы выбираем «нет», то будет использоваться декодирование посредством процессора. То есть, нагрузка вся ляжет непосредственно на ядра процессора. Если включаем «да», то есть «yes», выбираем, то будет использоваться аппаратный декодинг.
Соответственно, в авто, если система будет видеть, что вывод с ошибкой вводится, то будет переключаться в программный режим. Давайте я вам покажу, к чему это все приводит. Да, на Dune 4K, Dune Provision 4K, мы имеем примерно то же самое. То есть иногда он может вывести с деинтерлейсом, а потом делает еще раз вывод как интерлейс, а иногда он просто пропускает, не может сделать деинтерлейс, и получается у нас двойной интерлейс. То есть исходный интерлейс, он так и остается, и делается дополнительный интерлейс, который уже делает сам плеер при выводе. В итоге изображение может быть вообще нереально плохим. То есть получается у нас два интерлейса в одном видео получаем. Из-за этого, например, вот я когда проверял на своем телевизоре такой вывод, в частности, я это встретил именно только на VC1 кодеке большей частью, изображение становилось несмотрибельным, то есть оно дергалось просто ужасно. И также были видны вот эти вот погрешности, что когда он не успевает делать деинтерлейс, то на изображении возникали полоски. Давайте я вам покажу на примерах, как это выглядит. Вот это исходное видео. Вот если посмотреть, как это работает. Сейчас я увеличу, чтобы было лучше видно. До 200%. Это исходник, это сам скриншот самого файла. Вот так делает Oppo. То есть она выводит как в исходнике. Единственный глюк у Oppo есть, это то, что она делает смещение. Видите, она чуть-чуть на 1 пиксель сдвигает всю картинку. То, что здесь вот полосочки разного немножко получается по толщине, это за счет того, что по-разному делается интерполяция цвета в плеере, который я использовал, и в самом Oppo. Итак, вот в исходнике у нас должны быть такие красивые полоски. Вот здесь, видите, все полоски, они ровные, красивые. Oppo делает то же самое. То есть никаких проблем нет. Вот для примера там второй кадр. Сейчас объясню почему. Смотрите, а вот Dune 4K. Видите, что происходит? То же самое делает Dune 8K. Здесь делается некая интерполяция. Почему? Смотрите. Вот если мы сравним, у нас у Oppo есть два положения. Вот такое и вот такое. Но Dune не совпадает ни с этим и ни с этим. То есть она занимает какое-то некое промежуточное положение. То есть между двумя кадрами Oppo, которые есть в исходном видео, Dune выводит что-то промежуточное. То есть они фактически здесь делают склеивание двух кадров в один. Делается некачественно, потому что теряется часть информации. Вот, поэтому вывод изображения можно признать бессмысленным в интерлейс режиме как таковой. То есть вы не получите исходную информацию в большинстве случаев, которая записана в исходном файле. Еще один пример. Это девушка, качающаяся на качелях. Вот это исходник, сам файл. Давайте увеличим, чтобы было лучше видно. Так выводит Oppo, то есть полностью равно исходника, кроме сдвига влево на 1 пиксель. Дальше Dune 4K. Это именно вывод в интерлейсе. Как мы видим, было взято одно поле, потому что очень сильно упала четкость. Сделан интерлейс, деинтерлейс, и этот сигнал упакован в интерлейсный вывод и отправлен. Давайте я вам покажу, как это выглядит. То есть в данном случае вывод будет нормальный, адекватный, но изображение будет менее четким. Это VC1. Вот этот же плеер Dune 4K, этот же файл, но в этот раз не повезло, и
он почему-то решил выводить вот с таким вот эффектом интересным. То есть исходный интерлейс остался, и добавился еще интерлейс за счет нового деинтерлейса. То есть он еще раз изображение поделил и еще раз его вывел. То есть вот такой вот вариант возможен. Dune 8K, соответственно, делает в данном случае то же самое, просто уменьшила в 2 раза четкость и вывелся прогрессив, но с потерей качества. Это в режиме hardware. Если Dune выводит в режиме software, то есть программно, то получаем некий промежуточный вариант. Чем-то похож на вывод Dune 4K. Причем, вот смотрите, это один и тот же файл, только один. То есть это один и тот же вывод я сделал, один и тот же захват. И получается, что один кадр у нас вот такой, и тут же второй кадр вот такой. То есть, где она успела, она сделала, плеер сделал деинтерлейс и вывел так. Где не успел, он вывел как без деинтерлейса, но получился у нас двойной интерлейс. Соответственно, такой файлик уже адекватно не сможет нормально воспроизвести телевизором, потому что он просто не сможет двойной интерлейс восстановить. Еще один пример. Например, вот это вот концерт в H264, тоже с интерлейсом. Давайте увеличим. Так выводит Oppo, так же, как и в оригинале. Dune 4K вывел так же, как и Oppo, то есть правильно. Причем я смотрел, пропусков нету, все хорошо. А Dune 8K, видите, сделал деинтерлейс, то есть четкость упала сильно. И дополнительно заново добавил интерлейс. То есть, если вот сравнить, вот он сделал 2 новых межкадров, так сказать. То есть, он не равен ни этому и этот исходному. То есть, это уже не исходные файлы, а уже новые, созданные после деинтерлейса в кадры, которые заново и выводятся как интерлейс. Как вы понимаете, получив такое изображение на телевизоре, вы фактически получаете двойной деинтерлейс. То есть, сначала силами самой Дюны, качество уже упало ниже плинтуса, и если ваш телевизор тоже не очень хорошо делает деинтерлейс, то качество пойдет еще в 2 раза. Но, как я вам показываю, что иногда каким-то чудесным образом и Dune 8K, и Dune 4K может вывести правильно. Но вот когда это происходит, я так и не уловил. То есть могу запустить один и тот же файл, не меняя настроек. Он выведется нормально. Через несколько минут могу запустить файл, он же выведется плохо. Поэтому с моей точки зрения вот эта опция не очень хороша и не выполняет своей функции. То есть если бы плеер действительно не делал вообще деинтерлейс, как это как выводит Oppo, другие Blu-ray плееры. Вот, поэтому, на мой взгляд, эта опция требует доработки. Если, конечно, это вообще возможно. Также добавили опцию отключения HDCP. Раньше это можно было отключить в системном меню Android, но теперь это добавили в настройки самой оболочки Dune. И это правильно, потому что HDCP желательно всегда держать выключенным. Что делает эта опция? Она отключает, вот если мы посмотрим, если я ее включу и перезагружу, здесь будет приписываться 2.0, то есть включается HDCP 2.0 по умолчанию. Эта опция, например, есть в ресивере Denon, и она как раз помогает бороться с глюком UGS-плееров, в которых эта опция HDCP отключения, она отсутствует. То есть там нельзя в самом плеере, например, по крайней мере, в моем X4Q, нельзя отключить HDCP. Вот, и там я это обхожу за счет отключения в ресивере самом HDCP 2.0. А здесь в Dune есть возможность отключить непосредственно в самом плеере. И это правильно, это хорошо.
Это полезная настройка. Вот здесь должно быть все выключено, кроме вот этой опции для Dolby Vision. Я проверил опцию улучшения уровней черного в Dolby Vision, когда вывод происходит в LLDV. Эта опция, я уже вроде как рассказывал в прошлом видео, она работает сейчас неправильно. То есть она слишком сильно завышает яркость уровня черного, и поэтому черный фактически светится очень сильно. Поэтому, наверное, нет смысла ее включать, пока не будет исправления полноценного, как это здесь сейчас сделано в Cyan Player на новой прошивке. Еще в аудио появилась очень полезная опция. Она была еще в Sigma плеерах древних. Например, если мы смотрим фильм, включили плеер, включили телевизор, но не включили ресивер. И, например, начали смотреть фильм, то если ваш телевизор не поддерживает, например, DTS, то будет происходить декодирование в PCM. Соответственно, если мы включаем ресивер, то происходит переключение в режим битстрим, и, соответственно, уже ваш ресивер получает оригинальный битстрим и декодирует его уже на все колонки. Вот эта опция очень полезная и удобная. Именно вот когда вы можете, например, не всегда включать ресивер. То есть, если ваш телевизор не поддерживает битстрим какого-то звука и декодирование его, то плеер это сделает за вас заранее, просто считав EDIT. Вот, наверное, это все, что я хотел рассказать в этом видео. На этом все. Спасибо за просмотр.